Зачем проводить на кухне перед праздниками целый день, если можно не проводить? Готовлю яркие, простые и очень быстрые закуски на праздничный стол. Целых 5 рецептов в одном ролике активной готовки, в которых считанные минуты. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Ленивые рецепты – это те, для которых используют уже готовые к употреблению продукты. То есть купил в супермаркете, открыл упаковку и можно сразу есть. Все готово. Но приложив немного фантазии и красиво оформив, можно получить совершенно замечательные блюда на праздничный стол. И при этом потратить на это совсем немного сил и времени. Именно такие закуски я и буду готовить в этом видео. Если интересно, продолжайте смотреть. Первым готовлю маринованный сыр. Ему нужно немного времени, чтобы напитаться ароматами, и как раз времени, пока я буду заниматься остальными закусками, ему хватит. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Процесс очень простой и быстрый. Первым делом нарезаю брынзу кусочками. Не режу слишком мелко, чтобы было удобно обращаться и чтобы она не очень крошилась. Сыр можно брать любой, твердый, полутвердый, это может быть фета или шарики из сыра лабне. Специи тоже можно использовать те, которые нравятся. Теперь готовлю маринад. Все удобно делать в одной емкости. Вливаю в банку яблочный уксус, отправляю туда же горчицу, соль и перец. Вливаю масло, добавляю травы и паприку. Закрываю банку крышкой и интенсивно встряхиваю, чтобы образовалась эмульсия. Я не мариную сыр чисто в масле со специями. Именно такой вариант рецепта можно встретить чаще всего. Дело в том, что для того, чтобы сыр насытился ароматами только из масла с травами, потребуется довольно много времени. Уксус же в составе маринада вместе с маслом поможет добыть и передать сыру ароматы намного быстрее. Более того, этот маринад – это по сути заправка винегрет, так что после поедания сыра можно просто заправить им любой салат. Отправляю в банку с маринадом нарезанную брынзу и отправляю ее в холодильник на час или сколько позволяет время. Так как брынза не залита маринадом полностью, пару раз за время маринования встряхиваю банку. Второй рецепт – корзиночки из лаваша со шпинатом. Хрустящие края и нежная начинка – это очень вкусно. Список ингредиентов сейчас доступен на экране и продублирован в описании. Сперва режу сыр небольшими кубиками, чтобы в готовых корзиночках ощущались небольшие сырные очаги. Теперь отправляю в миску для смешивания размороженный шпинат и творог. Перемешиваю. Отправляю в миску сыр, немного соли и перца. Перемешиваю до распределения. Разрезаю лаваш на 12 квадратов. Теперь беру форму для маффинов и укладываю в каждый отсек по кусочку лаваша, формируя корзинку. Распределяю всю начинку. Ее не слишком много, чтобы оставить свободные края, которые станут очень хрустящими, и при этом влаги будет немного, так что нижняя часть лаваша не размокнет. Сверху посыпаю смесь хлопьями чили перца и паприки. Если не любите острое, используйте только паприку. Отправляю корзиночки в духовку, разогретую до 200 градусов на 12-15 минут. Приступаю к рулетикам из солями. С этим рецептом все совсем просто. Список ингредиентов на экране и в описании. Солями лучше выбирать довольно широкого диаметра, чтобы рулетики было удобнее скручивать. Впрочем, вместо солями можно взять любую другую варено-копченую колбасу или ветчину, которая достаточно эластична. Выкладываю на поверхность кусочек колбасы и посередине размазываю ложку сливочного сыра. Приправляю черным перцем для пикантности и сверху укладываю ломтик вяленого помидора. Сворачиваю колбасу в рулетик и фиксирую его пером зеленого лука, прижимаю зубочисткой. Зеленый лук не только добавит цвета, а и освежит вкус очень насыщенной закуски. Теперь приступаю к фаршированным яйцам. Да, ими никого не удивишь, но я эту закуску обожаю. Можно составлять самые разные вкусовые комбинации, готовится она просто и быстро, и обычно она улетает со стола одной из первых. Список ингредиентов на экране и в описании. Отваренные яйца очищаю от скорлупы и разрезаю надвое. Желтки отправляю в небольшую миску. Мелко режу ветчину, можно взять также колбасу или просто отваренное мясо. Мелко режу маринованный огурчик. Разминаю желтки в миске, отправляю к желткам ветчину, огурец и майонез, перемешиваю. Я использую домашний майонез, ссылку на рецепт оставлю в описании под роликом. Соль не добавляю, так как и ветчина, и огурец, и майонез уже довольно соленые. Получившуюся массу распределяю по яичным половинкам.
Сверху присыпаю фаршированные яйца зеленым луком. Пятый рецепт самый нарядный. Выглядит такая закуска просто шикарно, а сделать ее проще простого. Список ингредиентов для венка сейчас расположен на экране и продублирован в описании. Собираю канапе, нанизывая ингредиенты на короткие шпажки. Я намеренно делаю все канапе разными, так у каждой шпажки будет свой набор вкусов, и есть их будет интереснее, чем когда все одинаковые. Кроме того, и смотреться такой венок будет живописнее. Главные сытные ингредиенты – сыр и колбаса. Сочность и сладость придадут помидоры, а оливки, маслины и маленькие маринованные острые перцы сделают блюдо пикантным. Также я добавляю зелень, она хороша тут и для цвета, и желудку тоже понравится. Если любите базилик, используйте его, он сюда впишется превосходно. Я же отдала предпочтение шпинату, так как он максимально нейтральный по вкусу. Делаю так, чтобы на каждой шпажке был один сытный компонент, сыр или колбаса, или оба, а также зелень. Дальше играю, беру то помидор, то оливку, то маслину, то перчик. Если острое не любите, просто не используйте перец. Теперь я просто выкладываю все шпажки на круглую тарелку в виде венка. Сперва в один слой, а затем добавляю второй, чтобы венок был объемным. Завершаю блюдо, добавив кусочки веточек розмарина по всей плоскости венка. Он сразу заиграл по-праздничному. В комментариях делитесь, какая из закусок вам понравилась больше всего, и ставьте лайк этому видео, если вся подборка вам показалась интересной, или если просто хотите сделать мне приятно. Традиционно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых вкусных видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал Жизнь вкусная.